Всем привет! В этом видео я покажу вам опрос из телеграм-группы и расскажу, чего белорусам, живущим в Литве, не хватает для успешной интеграции в этой стране. Ки. Почти всего хватает, кроме желания Кощунаса нас отсюда выпереть, то есть выгнать. Инши. Определенности, рады нам здесь или нужно переезжать дальше. Инши. Вопрос даже не в легкости, а в определенности и логичности. Вот визы и ВНЖ Блюкарт. Везде вроде бы айтишникам рады. Блюкарт выдается быстро и исправно. Но на Блюкарт нельзя было податься в Минске. А нужно было в Москву ехать за испанской визой, чтобы приехать в Литву и подать на Блюкарт документы. Сейчас вроде бы обещали исправить. Или вот у меня гуманитарный ВНЖ. Всего на год. Хотелось бы на больший срок. Полгода я живу спокойно, полгода нервничаю, стыкую документы, записи на подачу, примерный срок на выдачу, чтобы податься, и не рано, и не поздно. Сейчас вроде бы начали улучшать что-то там и оптимизировать. У знакомой белорусски уже довольно долго не рассматриваются документы на гражданство. Она здесь училась, живет полжизни, квартира, дети. Ей все время переносят срок рассмотрения. Не отказывают же, но... Иридиум. Пока что это не типовая проблема, но может ей стать и не для белорусов только, но для всех иностранцев, у кого нет безвиза в Шенген. Почему-то не делают в Литве, как во всех странах практически. При подаче заявления на ВНЖ надо ставить штамп в паспорт, который позволяет легально находиться на территории страны и продолжать заниматься тем, чем занимался – работа, учеба, пока идет рассмотрение. Потому что сейчас тебе надо уезжать из Литвы, если они не успевают. А если ты из Эквадора? Игорь. Сильно напрягает тот факт, что нельзя родственников в гости пригласить. Приглашение на визу С близким родственникам могут запросить только граждане Литвы. Понятно, что есть всякие обходные варианты, но они не для слабаков. Ольга. Возможности воссоединиться с семьей сразу, а не через 2-3 года для тех, кто здесь на гуманитарных основаниях. Ку-ку. Вообще очень пугает проблема пожилых родителей. Их невозможно к себе забрать. И даже просто визу туристическую или национальную по приглашению сделать нельзя, а нам уже домой не попасть. Инши. Мне еще очень не хватает конкретных знаний. Что с правами потребителей? Куда обращаться, если свалка под окном? Имею ли я право митинговать? Когда и где? Это все такое разноплановое, что сложно сформулировать. Но именно такие знания помогают интегрироваться. Была на лекции русско-литовского юриста про юрлица в Литве. Не то чтобы вот сейчас планирую открывать, но было интересно понимать, как что в Литве функционирует. И язык. Вроде бы есть инициативы даже от центра занятости. Но оно как-то вроде есть, а в момент, когда тебе нужно, так и нет. Но мы учим. И очень полезно, когда на курсах рассказывают, что литовцы в школе учили, какие стихи, каких авторов. Про историю мы наслышаны, много общего. А вот про литературу уже почти ничего и не знаем. У только приехавших обычно боль с открытием банковского счета, особенно если с документами еще раздрай. С ВНЖ уже проще. Приходишь в Сиббанк, а там просят выписки по всем твоим счетам в Беларуси, справку или письмо с работы, бумагу о декларации места жительства. Сразу чувствуешь себя человеком второго сорта. А потом приходишь в Швед на Вокичу, и у тебя только ВНЖ или визу Д спрашивают. И открывают за полчаса. Но если ты не знаешь, что обычно все ходят в Швед на Вокичу, после Себа жить не хочется, и что делать непонятно. Змитер. На бытовом уровне есть проблемы, на решение которых даже не нужны деньги. Например, украинским беженцам не нужно менять водительское удостоверение, а белорусским надо. Кат. Замена прав водительского удостоверения. Украинцам просто меняют права, а белорусов заставляют сдавать экзамены. В той же Польше разрешают белорусам просто заменить права без всяких экзаменов. Инши. Много странного. Например, при подаче на гуманитарный ВНЖ заполняешь формы на сайте. Там, среди прочего, краткое CV, резюме, о местах учебы и работы. Потом это же все просят указать в анкете про Крым. А потом еще 2 раза, когда тебе нужно продлить ВНЖ. Кстати, недавно снова были какие-то изменения, и никто до конца не понимает, нужно подаваться на новый ВНЖ или на продление. В разных городах по-разному принимают. Недавно задумалась, что непонятно, как искать литовцев, с кем бы подружиться. Есть пара знакомых, но в другом городе. А в окружении у меня только бухгалтер-литовка. Интересно бы было узнать о каких-то волонтерских инициативах местных. Вола. Не хватает какого-то короткого курса, цикла, видеолекций по культуре, истории, географии, социальном положении и тому подобном Литвы, чтобы начать лучше понимать местный контекст. Ко. При подаче на ВНЖ нужно заполнять эту дебильную анкету про то, как ты относишься к войне и чей Крым. Дискриминация. И чувствуешь какое-то унижение.
Если мы здесь, то уже понятно, как мы ко всему этому относимся. Иридиум. Честно, у меня совсем пропало настроение из-за этой темы. Я прекрасно отдаю себе отчет, что очень много чего в Литве для нас хорошо. Сам факт того, что куча бумаг, необходимых при переезде, не требует официального перевода, чего стоит. Рассмотрение миграционных документов и правда довольно быстро, в сравнении с другими странами, происходит. Среда дружелюбная, нет ксенофобии, доступность врачей. Это все замечательно. Просто не хотелось бы, чтобы это перечеркнулось недальновидным популизмом в один день. Для этого надо, чтобы это обсуждалось, не игнорировалось. А может так и треба. А может так и треба – это известный анекдот про белорусов. Решили провести такой тест. В темной комнате поставили табуретку, вбили гвоздь, чтобы торчал острой частью вверх, и по очереди посадили на эту табуретку русского, украинца и белоруса. Русский сел на гвоздь, вскочил и давай матом ругаться. Украинец сел на гвоздь, вскочил, нащупал гвоздь, вытащил его и положил в карман. В хозяйстве пригодится. Белорус сел на гвоздь, привстал и со словами «А может так и треба» снова сел. УЛАР. Не хватает белорусского войска свободной Беларуси, которое будет в НАТО и защитит Беларусь от России. Маркотный. Уверенности в том, что старшеклассники смогут сдать литовский язык и получить аттестат. Условия для них такие же, как и для титульной нации, а за 2 года выучить литовский язык и литературу на уровне носителя языка нереально. Марина. Возможность переучиться, получить рабочие специальности, чтобы иметь возможность зарабатывать, если, например, дипломы педагога или другие профессии, где надо знать язык в совершенстве. Кристина. С медициной большие проблемы. Речь идет в первую очередь о бесплатной, в момент адаптации, но и платная, не на уровне цен. Столкнулись с проблемами и там, и там. Карина. Побольше бесплатных анализов для беременных. Возможность попасть к врачу хотя бы через 1-2, а не через 2 месяца. А если платно, то завтра. Хотелось бы побольше бесплатных курсов литовского языка и онлайн, не только уровень А1. Спасибо за просмотр. Пока.